Поговорим сегодня, что такое Элис Спрингс, что за место такое, что за название такое. Это центр Австралии, это сердце Австралии, это центр Красного центра. Вот так называется эта территория. И сегодня я хотела бы поподробнее рассказать вам об этом месте, а также в конце поделиться своими новостями, потому что это уже третья неделя, как я здесь. Так выглядит современный Элис Спрингс. И так он выглядел, конечно же, не всегда. И назван Элис Спрингс только в конце XIX века с приходом европейцев. Но, конечно же, до прихода европейцев на этих территориях жили десятки тысячелетий народ Аренда, это коренные жители. И для них, конечно, эта земля была не только территория, это была священная земля, полная легенд и мифов с времени сновидений. И у них была очень такая тесная связь с этой землей, с природой и с этим временем сновидений. И об этом я бы хотела наверное, немножечко рассказать вам поподробнее, а потом уже перейти к европейской части, когда уже было названо это место Элис Спрингс. А по Аренда, по языку Аренда, это место называется Мбантуа. А теперь давайте разберемся, что такое время сновидений. Итак, Dreamtime или время сновидений – это представление коренных австралийцев, назовем их так, что ли, о том, как был создан мир. Они верили, что в древние времена и особые духи-предки создали землю, горы, реки, животные, растения, а также установили законы, по которым нужно жить. И эти истории передавались из поколения в поколение через рассказы, танцы, песни, рисунки. Вот так, например, в районе Элис Спрингс есть мифы о огромных гигантских гусеницах, которые создали ландшафт. Они ползли, в общем, и тем самым создавали вот такие вот хребты, макдональдские хребты, ну и другие вообще ландшафты, причем где у них были битвы с различными мифическими муравьями и другими какими-то мифическими там, врагами. Вместе этих битв образовались ущелья или расщелины. И время сновидения остается до сих пор живым, то есть оно продолжает формировать мировоззрение, обычаи, отношение к природе у коренных жителей Австралии и в сегодняшний день. Итак, надеюсь, вы из моего рассказа поняли, что эти земли, эти территории назывались Мбантуа. Это у народа Аренда. И в 1861 году такой Джон Макдауэлл Стюарт, это исследователь, шотландский колонист, который начал прокладывать путь от юга, от Аделаиды до севера, тут, до Дарвина. И на самом деле он не один раз пробовал, и, по-моему, на третий раз у него только получилось, потому что на самом деле в центральной Австралии достаточно тяжело выжить. Очень жарко, но вот бывает так, что нет вообще растительности, туда вот особенно к Куба-Педи, вот в те районы пустыни. Так вот, и до Стюарта тоже пробовали многие другие, но вот Стюарт, считайте, положил центральную Австралию на карту и, в общем, прошел, считается так официально, он прошел с юга на север через центральную Австралию. Это был 1861 год. И, кстати, есть очень похожий путь, по которому шел Стюарт. Это Стюарт Хайвей. Он как раз начинается в Аделаиде, заканчивается в Дарвине и проходит через Элис Спрингс. Ну, а история Элис Спрингс, она как раз начинается вот здесь вот, на Элис Спрингс телеграфной станции. В 1871 году в самом центре Австралии начали строительство Аверлендской телеграфной станции.
важного звена масштабного проекта, который должен был соединить юг страны с севером, а через подводный кабель в Дарвине связать Австралию с Европой. Для строительства выбрали место у небольшого водоема, который казался надежным источником воды, так необходимым в засушливой пустыне. Работа была непростой, изнуряющая жара, песчаные бури, удаленность от крупных городов делали эту задачу настоящим испытанием. Но, несмотря на трудности, станцию все-таки построили. И водоем рядом с ней назвали Алис Спрингс в честь Алис Тодд, жены Чарльза Тодда, руководителя телеграфного проекта. А в 1872 году телеграфная линия была завершена, и впервые в истории Австралия получила прямую связь с Европой. Со временем вокруг станции начали появляться дома, магазины. Так вырос город Алис Спрингс, центр коммуникации и жизни в красном сердце континента. Позже выяснилось, что источник воды был сезонным и наполнялся только после дождей. Поэтому spring – это не spring. Spring по-английски – это источник. То есть оказалось, что совершенно никакого источника воды нет. А Элис, жена Тодда, никогда даже не посещала этот город. До Элис Спрингс, кстати, какое-то время назывался этот город Стюарт. Итак, что начало происходить здесь? Значит, как обычно, как происходила колонизация в других, скажем, уголках мира, так и здесь. Аборигены начали их, скажем, насильно ассимилировать в культуру британскую. Очень достаточно был тяжелый такой период, когда стали появляться дети в семьях аборигена, такие, скажем, смешанные, да, с белыми. Они назывались так, типа полукровки. Это считается сейчас таким, скажем, ругательным, так нельзя говорить. Но неважно. Ой, мама, господи, о боже. Напугалась, просто слышу, кто-то побежал. Это кто побежал. Так, надо смотреть под ноги, а не говорить с вами, потому что укусит меня здесь кто-нибудь сейчас. Ладно, так, о чем я говорила? Даже забыла. На самом деле говорила я о достаточно таких серьезных вещах. Это об украденном поколении. Сейчас я вам расскажу об этом поподробнее. В Австралии с конца XIX века аж до 1970-х годов тысячи детей из коренных общин насильно разлучались с их семьями. Эти дети стали известны как украденное поколение. Мы все знаем о потерянном поколении, да, а вот в Австралии это украденное поколение. Государственные службы забирали детей, особенно из смешанных браков, чтобы воспитать их в приемных семьях или интернатах. Цель была в том, чтобы они забыли свой язык, культуру, традиции, став частью западного общества. Представьте, ребенок играет с друзьями у своего дома, слышит песни своей бабушки о времени сновидения, о том, как духи предков создали землю, эти гусеницы. И вдруг приходят люди в форме, забирают ребенка, родители ничего не могут сделать. В общем, трагедия. Эти дети росли вдали от своих семей, не понимая, почему их забрали, почему тоже часто сталкивались с жестоким обращением. В общем, только в 2008 году премьер-министр Австралии Кевин Радд публично извинился перед украденным поколением. Это стало важным шагом к примирению, но для многих боль утраты остается до сих пор. В общем, колонизация оказала разрушительное влияние на народ Аренда, поскольку земли были захвачены, связь была сразу с природой и священными местами разрушена, болезни появились, которые, принесенные колонистами, уничтожили большое количество людей. Множество традиций, обычаев было запрещено, что привело к утрате культурного наследия. А насильственное разделение семей через систему интернатов приемных семей разрушило семейные связи. Но, несмотря на все это, все равно народ Аренда продолжает сохранять свою культуру, традиции, борясь за восстановление утраченного. Давайте теперь подведем итоги. Я вам обещала, что расскажу вам свои новости за третью неделю.
Какие у меня новости? Во-первых, у меня осталась последняя неделя в этих апартаментах, в которых я живу, и мне надо переезжать. Оказалось, что я что-то не поняла, вот, и надо было заранее подавать заявку. В общем, какой план у меня теперь? Я теперь еду, жить буду вначале у одних врачей, которые уезжают в отпуск, потом у другой девушки, врача, которая тоже периодически уезжает в комьюнити, и ей нужно присматривать за ее мышками, за ее собакой, за ее там еще кем-то. Так что вот у меня пока такой немножко цыганский план. Я им, правда, буду платить небольшие деньги, но, в общем, все равно для меня это тоже нормальный выход. Там у них есть интернет, есть у них место хорошее жить. И потом, знаете, в этих апартаментах, в которых я живу сейчас, все равно не сильно там комфортно, поэтому я не сетую. Дальше, второй момент. Я встретилась на этой неделе второй раз уже с Леной. Лена, то есть я уже стала знакомиться с русскоговорящими здесь людьми, которые живут в Элис Спрингс. На прошлой неделе я встретилась с Ириной и с ее семьей Татьяной. Если вы меня смотрите, привет! Спасибо, что встретились со мной, спасибо, что вы мне написали. У меня в планах взять у них интервью потом. Еще здесь есть женщина Гульнара, тоже интересная такая женщина. Я тоже хотела бы с ней встретиться, познакомиться поближе, я еще ее не видела. И Лена. Вот с Леной мы провели время вместе. Лена – это дочка моей подписчицы, которая живет в Израиле, которая мне любезно написала и сказала, что у меня дочка живет в Элис Спрингс. Большое вам спасибо, я не знаю вашего имени, отчества, но большое спасибо за то, что связали меня с Леной. Замечательная девушка, у нее 2 таких мальчика, сына. Вот. Мы с ними провели чудесное время. Они меня покатали на лодке. И, в общем, взяли меня с собой в свое субботнее утро. Так что я здесь потихонечку уже как-то обрастаю какими-то знакомствами даже. Так что такие новости. Неделя была насыщенная. Мы оперировали и козу, и были интересные у нас птицы. Я не имею права делать, то есть выкладывать это так вот официально, но... Может быть, со временем, когда мне дадут добро, скажем, потому что я буду разговаривать с начальником на следующей неделе, я его ни разу не видела, можете представить. Меня нанял человек на работу как кота в мешке. То есть он видел только мои характеристики, видел мое резюме и больше ничего. И я его вот встречу только завтра, в понедельник. Так что я надеюсь, я с ним обговорю эти вопросы, то есть могу ли я делиться какими-то такими случаями. Касательно автомобиля история следующая. Дают автомобиль всего лишь от клиники на месяц. То есть у меня сейчас 3-я неделя прошла, вот сейчас последняя 4-я. И у меня не будет автомобиля в мое пользование. Но будет автомобиль только для рабочих целей. Хотя за это время, за этот месяц я уже каких только автомобилей не водила. Я, бывает, приезжаю на одном автомобиле, поскольку у нас несколько машин в клинике, то бывало так, что используется, например, в разных целях. Например, кому-то нужно 4x4, кому-то седан, кому-то просто высокая машина, да, типа как Toyota, вот Hilux. Так вот, бывает, я приезжала на Тойоте, а уезжала на маленьком седанчике, например, потому что кому-то нужна была Toyota. А я об этом порой даже не знала. Хорошо, вещи никакие не оставляла в автомобиле. Все время новые автомобили, зато хорошо себе развила мозг, надеюсь, потому что нужно все время к новому автомобилю какая-то адаптация небольшая. Вот. Но в планах у меня нет покупать машину здесь, потому что достаточно дорого все-таки. И обслуживание дорогое. Поэтому, исходя из того, что я приехала на год, и все-таки зарплата у меня недостаточно высокая. Но в любом случае, моя задача все-таки сейчас побольше экономить. И я просто буду ездить на велосипеде на работу и с работы. А если по рабочим целям, у меня всегда будет автомобиль. Поэтому это меня не волнует, я не переживаю. Если какие-то у меня будут желания поехать на Улуру, или еще какие-нибудь места посетить, то в этом случае я придумаю что-нибудь. Если будет желание, то обязательно найдется решение. Друзья,
На этом я теперь заканчиваю свое видео. Всего вам самого доброго, хорошего вам настроения на неделю. И, кстати, сегодня я буду пробовать делать стрим. Так что, если что, увидимся. Пока!